Сегодня мы с вами подведем итоги и резюмируем информацию, которую мы на постоянной основе, буквально вот в течение нескольких эфиров, получали от совместных выступлением с Анатолием Эдуардовичем по поводу корпорации. Я уже один раз резюмировал эту информацию, но после нашего крайнего видео, после нашего крайнего эфира, где Анатолий Эдуардович еще более детальней объяснял значение корпорации, ее перспективы, зачем она нужна сейчас, как это будет касаться будущей потенциальной капитализации, в принципе, всей группы компаний, да, в которой мы с вами находимся. Но вот судя по обратной связи, есть еще все-таки непонимание и недопонимание того, для чего корпорация создавалась и зачем она нужна. Соответственно, вот в этой логике мы сегодня с вами поговорим. Я постараюсь максимально просто и доходчиво объяснить это событие, эту процедуру, которая сейчас происходит, и как она влияет на нашу с вами потенциальную капитализацию и монетизацию наших инвестиций в холдинговую компанию GTI. Итак, друзья, давайте тогда пройдемся по порядку. Да, кстати, вот прежде чем я начну, давайте сейчас еще в чате проведем такой небольшой опрос. Коллеги, партнеры, кто до конца не понимает, для чего корпорация, в чем ее функционал и какая выгода потенциальная для нас, действующих инвесторов. Кто не понимает, поставьте один в чате, не стесняйтесь, дайте максимально открытую обратную связь по этому вопросу. Кто не понимает, поставьте единичку. Так, ну что ж, я вижу, что много единичек. И, в принципе, это хорошо, что сегодня эту тему мы все-таки еще раз обсудим. Это очень хорошо. Да, вижу, и есть и понимание. Кто-то 10 поставил. Вот вижу, Шерон поставила 10. Еще наш партнер. То есть некоторые, даже наши лидеры в маркетинговой работе понимают, некоторые не понимают. И это нормально. Окей. Вот Эльмер, например, поставил 8. То есть есть понимание, в большей степени я так вижу. Но есть моменты, которые все-таки стоит, наверное, сегодня обсудить. Окей, хорошо, коллеги. Давайте тогда приступим к обсуждению этой темы. Итак, первое, друзья, с чего стоит начать, на мой взгляд? Мы с вами имеем текущую модель работы группы компаний холдинговой GTI. Текущая модель заключается в следующем. Вот есть у нас 4 холдинга, которые входят в одну структуру – Global Transport Investment. В этой структуре есть доли, которые мы с вами получаем собственность. Для чего создавалась эта структура? Для того, чтобы можно было зафинансировать создание самой технологии. И, соответственно, холдинговая компания GTI, она учредила инжиниринговую компанию за струнные технологии. Инжиниринговая компания на протяжении 10 лет, даже уже больше, 10 плюс, занималась именно созданием технологии под руководством Анатолия Эдуардовича Юницкого как генерального конструктора и генерального разработчика, автора технологии. С этим ЗАО «Струнные технологии» успешно справилась. Да? Мы видим, реализовано два научно-исследовательских центра на территории Республики Беларусь. Первый и второй находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Соответственно, было создано производство, на котором собираются все подвижные составы, ну и другие элементы и узлы, которые касаются технологий струнного транспорта. То есть все это было реализовано на протяжении текущих 10 лет. Для нас с вами это не является секретом. Я думаю, все мы это понимаем. Соответственно, технология создана, и параллельно с этим создавались еще
Дополнительные структуры – это так называемые маркетинговые представительства по развитию технологий в разных странах и на территории даже разных континентов. Эти структуры, маркетинговые компании, они занимаются продвижением технологии с целью получения коммерческих заказов, коммерческих проектов. И, соответственно, текущая модель, она именно такая. То есть холдинговая компания, давайте резюмируем основу. Холдинговая компания GTI была создана для того, чтобы привлечь финансирование для создания технологии струнного транспорта, чем сейчас холдинговая компания и дальше продолжает заниматься. Эта холдинговая компания учредила инжиниринговую структуру ЗАО «Струнные технологии», и ЗАО «Струнные технологии» занималась именно созданием технологии струнного транспорта. Параллельно с этим нужно было готовить рынок к тому, чтобы технологию начать продавать. Для этого создавались маркетинговые компании, которые искали и ищут заказчиков на коммерческие проекты. Соответственно, вы знаете из дайджеста новостей, из других источников о том, что в разных странах компания сейчас заключает контракты, заключила контракты. В Беларуси, например, компания работает уже над созданием и реализацией конкретного коммерческого проекта в Соснах. Я думаю, что в ближайшее время, в недалекой перспективе, будет даже вот в эксплуатацию, да, непосредственно данной линии. И эта модель, она является стандартной, в принципе, вот я имею в виду модель поиска новых заказов и продажи своего продукта, где у нас продуктом является сама технология, если мы говорим, да, про ЗАО и струнные технологии. Так вот, эта модель, она является стандартной, когда через представительства маркетинговые идет продвижение продукта. Но эта модель, она достаточно длинная и долгая, потому что мы видим на примере того же проекта в Объединенных Арабских Эмиратах, проекта в Дубае, где о нем мы с вами слышали еще в 2018 году. И до сих пор этот проект находится на самой такой первичной стадии, чтобы быть реализованным. Мы знаем, что проект, допустим, в Дубае, он не находится на стадии строительства, я уже не говорю там о вводе в эксплуатацию. Но, тем не менее, такой проект есть. Компания над ним работает в том или ином виде. И таких проектов много. И что самое важное в этом всем процессе? В том, что эта модель, когда есть маркетинговое представительство, ведутся переговоры, эта модель заключается в том, что ищется заказчик, ищется инвестор, либо структура, которая будет финансировать это строительство, ну и так далее. То есть, как бы вот два таких ключевых пункта, которые нужны. Это заказчик и инвестор финансирования. Соответственно, почему я вот сказал, что эта модель долгая? Потому что это модель, при которой не происходит быстрого слияния вот этих двух факторов. Заказчик и инвестор, либо структура, которая будет финансировать этот проект. Соответственно, вот, но тем не менее, да, вот что очень хочу сильно добавить, тем не менее, все равно эта модель, она рабочая, но не совсем полностью удовлетворяет потребности и запросы компании. И тем более нас, как инвесторов. Мы все в один голос кричим о том, что когда будет капитализация технологии, когда будут там достойные дивиденды в будущем, когда будет возможность продать, реализовать свои доли и так далее и тому подобное. Так вот, для того, чтобы все это произошло, все наши вот громкие желания, да, причем обоснованные, логичные, вот для того, чтобы это произошло, должна быть готова финансовая обоснованность этого процесса, чтобы наши доли стали акциями, чтобы наши акции имели какую-то весомую ценность и имели какую-то значимость на рынке. Тем самым увеличилась капитализация. Вот для того, чтобы это произошло, по текущей модели, которая есть в продаже технологии, должно появиться сотни или, ну давайте так, хотя бы десятки проектов, условно говоря, одновременно, которые будут
пройдут по всем цепочкам ее внедрения, начиная от предпроектных работ, заканчивая вводом в эксплуатацию и потом авторским надзором за ней. Вот таких проектов должно быть несколько десятков, чтобы компания могла сделать полную реорганизацию для того, чтобы перейти в разряд полноценного такого инвестиционного проекта. Но, как видим, сейчас этого не происходит. Так? Происходит, но в очень маленьком масштабе. Соответственно, вот для того, чтобы эту ситуацию изменить, для того, чтобы изменить модель продажи не только технологии, а всех сопутствующих технологических инновационных направлений, которые есть в багаже Анатолия Эдуардовича, так, в кавычках слово багаже, да, в багаже знаний, опыта и его работ научных, вот для того, чтобы все это объединить в одно целое и получить от этого максимальную выгоду, была инициирована Анатолием Эдуардовичем совсем другая модель и рабочий механизм, который позволит как можно быстрее технологию вывести на рынок. И вот эта модель, она уже создана. И именно об этой модели мы с Анатолием Эдуардовичем говорили во время наших прямых эфиров. Именно эта модель, она позволит за относительно короткий промежуток времени технологическую, даже не технологическую, а уже коммерческую составляющую как можно быстрее внедрить. В чем эта модель заключается? Вот тут сейчас будет самый важный момент. То есть я сейчас постепенно подвел по такому по причинно-следственной связи, по хронологическим событиям, которые были за эти годы, как компания развивалась, что было сделано и для чего. Вот давайте, вот перед тем, как я перейду к самой сути по корпорации, дайте, пожалуйста, сейчас обратную связь. Кто не понял вот этого первого пункта? Вот сейчас важно не кто понял, а кто не понял. Поставьте, пожалуйста, единичку, если такие наши гости на сегодняшнем эфире, которых сейчас 672 человека, кто не понял. Не, кто понял, десятки не ставим, поставьте единички. Я еще раз просто повторю. Вот переспрашивает Юрий, кто кого учредил. Сейчас я все скажу и еще раз повторю. Так, есть еще партнеры. Хорошо, давайте, коллеги, сделаем повтор. Так, давайте еще раз. С момента 2014 года цель была вначале, что логично, создать технологию. Для того, чтобы создать технологию, нужно было привлечь инвестирование, да, финансирование этого процесса. Была создана холдинговая компания Global Transport Investment, которая эти средства привлекала через реализацию долей. И, соответственно, люди, становясь совладельцами технологии, финансировали ее создание. Это компания GTI этим занималась. Чтобы технологию создать, была учреждена инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии». Все, она начала свою работу, грубо говоря, там 10 лет назад. Пошел процесс создания технологии. Параллельно с этим создавались в этой же структуре, в структуре группы компаний GTI, маркетинговые представительства, которые есть у нас в Эмиратах, есть в Беларуси, есть в Соединенных Штатах Америки, есть в Индонезии и в ряде еще других стран. Параллельно с этим мы за все эти годы с вами наблюдали, как ведутся переговоры, заключаются договоры на предпроектные работы, на технико-экономическое обоснование, на проектирование некоторых проектов. Соответственно, это делалось параллельно с тем, как технология создавалась, сертифицировалась, готовился потенциальный рынок, чтобы технологию продавать. И этим занимались маркетинговые представительства. В этом есть та модель работы, которая по факту является текущей, да, и стандартной. Вот именно об этом я сейчас говорил вот в первой части объяснений по поводу корпорации.
И вот как мы подвели итоги, что эта модель не является настолько эффективной, которая бы удовлетворяла потребности группы компаний, и в частности, как и создателя технологии и автора, так и нас с вами, инвесторов. А Анатолий Эдуардович Юницкий тоже является инвестором технологии струнного транспорта, потому что он на протяжении многих лет инвестирует и инвестировал свои собственные средства в создание технологий. И многие потребности по реализации UST он закрывал из личных денежных средств. Так вот первая часть. Есть холдинговая компания, есть инжиниринговая компания, которая создала технологию, и у этой структуры есть маркетинговые представительства в разных странах. Эта модель работает по сей день, но она не удовлетворяет потребности всей группы компаний. Ну, не удовлетворяет в силу э, сложности работы на разных рынках и по ряду других причин. Соответственно, эта модель работает сейчас. Но даже благодаря этой модели у компании есть первые коммерческие проекты, над которыми она работает. Но мы же хотим, чтобы это было быстрее, чтобы технология внедрялась как можно за ощутимые сроки, да, которые вот видны в краткосрочной перспективе, а не на протяжении десятилетий. Поэтому Анатолий Эдуардович инициировал создание другого способа коммерциализации технологии и ее внедрения, более масштабного, более перспективного. Так вот, сейчас я перейду к объяснению именно самой структуры и для чего нужна корпорация инфраструктурного развития. Постараюсь вот максимально просто сейчас это объяснить. Вот первый пункт я повторил. Для кого, коллеги, может быть, это кажется не совсем рационально, что я несколько раз говорю одно и то же, но это важно, потому что если мы с вами, как совладельцы технологий, не будем понимать этих вещей, то у нас не будет и адекватного в какой-то степени восприятия того, что сейчас происходит. Это первое. Второе, если мы не будем этого понимать, то что мы можем рассказать другим, да, если нет четкого и внятного для самого себя ответа на то, что сейчас происходит. Дальше. Приступаем теперь к самому важному. Корпорация инфраструктурного развития, инфраструктурно-логистического, правильнее сказать, была создана буквально вот совсем недавно, там, более месяца назад. И многие не понимают, для чего и в чем ее функционал. Так вот, давайте, коллеги, возьмем вот самый такой важный, наверное, на мой взгляд, аргумент. Мы с вами хотим больше зарабатывать, я сейчас пойду максимально простым путем, мы с вами хотим максимально больше зарабатывать с нашего владения долями группы компаний. Вот давайте самый простой задам вопрос. Мы хотим больше зарабатывать? Поставьте, пожалуйста, 10, если у вас есть такое желание. Так, отлично. Ну что ж, одни десятки. И как можно больше. 10 и как можно больше кто-то написал. Хорошо. Хотим мы быстрее зарабатывать как можно больше. Я думаю, тут тоже вы поставите 10. Ну, десятки дальше летят. Вот нас 726 сейчас человек. Окей. Так вот, коллеги, смотрите. Именно для этого корпорация создана. Корпорацию инфраструктурного развития учредила компания ЗАО «Струнные технологии». Она в данный момент является совладельцем этой корпорации на 40%. Модель корпорации позволяет самой, первое, инициировать коммерческий проект, второе, быть заказчиком, и третье, обеспечить финансирование, реализацию этого проекта. Вот смотрите, сама корпорация закрывает вот те две потребности, которые я говорил.
Потому что первая модель, она не позволяет инициировать, да, там нет возможности вот сейчас маркетинговым представительством инициировать какой-то проект, ну, по большому счету. А вот корпорация может, первое, инициировать, второе, стать заказчиком, а третье, обеспечить финансирование. И вот, вот эти три основные потребности корпорация закрывает. Под другими словами, вот для того, что, вот, чтобы сейчас не углубляться во все тонкости, которые есть в корпорации, вот о которых говорил Анатолий Эдуардович, я сейчас вот скажу простым языком. Корпорация – это инструмент, который создан для того, чтобы ускорить, вот как я уже вначале сказал, и увеличить капитализацию и технологии, и самой стоимости этих активов. Еще по-другому могу сказать. Корпорация инфраструктурно-логистического развития – это альтернативный метод, вот по-простому, альтернативный метод продвижения технологии, но который более эффективный. То есть, если первый метод – это маркетинговые представительства, то вот то, что сейчас будет параллельно происходить, это возможность получить замкнутый такой процесс, или, ну, замкнутый, я имею в виду, как вот замкнутый цикл, в котором все мы будем иметь возможность зарабатывать на всех процессах, которые есть в технологическом и коммерческом процессе реализации технологии. Сейчас, секундочку. Пишет наш переводчик. Да, полный цикл. Спасибо, Денис. Полный цикл, да, чтобы на других языках было понятно, потому что замкнутый цикл может быть не совсем корректно, вот полный цикл. И вот, смотрите, коллеги, как я сказал, инициация, то есть инициировать проект, второе, быть заказчиком, третье, обеспечить финансирование. И вот в этом всем замкнутом цикле у нас открывается возможность зарабатывать. Я объясню, почему я говорю, мы будем тоже на этом зарабатывать. Вы сейчас поймете. Вот тут кроется самый выгодный для нас аргумент, да, самый такой сильный, я бы сказал. Так вот, смотрите, коллеги, сейчас давайте вот сравним вот эти две текущие модели. Текущая модель, если говорить про маркетинговое представительство, она позволяет зарабатывать инжиниринговые компании только на инжиниринговых работах, которые включают в себя много пунктов, но они все равно не затрагивают весь жизненный цикл реализации технологии в виде коммерческого проекта и дальнейшей эксплуатации. На чем сейчас зарабатывает инжиниринговая компания? На предпроектных работах, на проектных работах, над работой над технико-экономическим обоснованием, на проектировании, там, вот в эксплуатацию, авторский надзор, может быть, в некоторых случаях роялти, да, за использование технологии. Но вот это все, вот эти все пункты, их там более 10, наверное, это, ну, не более чем 5-10% от стоимости всего проекта. 10 даже, наверное, это много, 10%. То есть в среднем это в районе, ну вот есть вилка, да, в зависимости там от договоренностей по каждому проекту и так далее, 5-10%. Вот это та модель, которая используется сейчас. Теперь смотрите, если говорить про корпорацию. Корпорация, инициируя проект, является сразу его заказчиком. Теперь смотрите, у кого корпорация будет делать заказ конкретного проекта. И вот эти все пункты, которые я перечислял, которых там по факту больше 10, но я там в районе 7 перечислил, там предпроектные работы, предпроектное предложение, предпроектные работы, проектирование, технико-экономическое обоснование, авторский надзор и так далее. Вот это все у кого будет заказывать сейчас корпорация? Заказывать будет, вот ответьте вы на этот вопрос, коллеги, кто понимает, 748 человек.
у кого корпорация будет заказывать весь перечень этих работ, являясь заказчиком проекта. Ну, смотрите, как корпорация, вот есть ответ у государства, да, э, там кто-то еще другой комментарий написал у GTI. Вот как может корпорация у государства заказывать? Государство разве занимается разработкой технологий? И является ли автором, по сути, технологии? Нет. Соответственно, да, вот Павел Ваврик написал «УЗАУ струнные технологии». Совершенно верно. То есть получается, что корпорация все, что связано с инжинирингом по конкретному проекту, будет заказывать у ЗАО струнные технологии. Дальше. Следующий процесс начинается по финансированию этого проекта. Любого, да, то есть корпорация инициирует проект. Сейчас мы с Анатолием Эдуардовичем говорили о коридоре, соединяющий две столицы. Большой проект, который оценивается в большую сумму денег. И, соответственно, там в районе 5 миллиардов долларов, потому что этот проект, вы помните, он включает в себя все. И транспорт, логистику, всю инфраструктуру и так далее, и так далее. Биоинженерные технологии в виде гумуса, экодома, линейные города и так далее. Создание кластеров и прочее, и прочее. Соответственно, все это входит в рамки конкретного проекта, где заказчиком является корпорация, и этот заказ корпорация отправляет туда, кто может это реализовать. А реализовать это может исключительно ЗАО «Струнные технологии», то есть компания UST. Соответственно, в компании UST учредителем является кто? Компания Global Transport Investment. А мы являемся совладельцами холдинговой компании Global Transport Investment. Соответственно, все мы являемся в данном случае выгодоприобретателями и даже в какой-то степени бенефициарами такого процесса. Так вот, дальше. Корпорация становится совладельцем конкретного коммерческого проекта. Любой, который она будет инициировать. Да? Соответственно, в текущей модели мы, вот если сейчас убираем корпорацию и говорим, например, о любом проекте, который есть сейчас у группы компаний GTI. Мы там являемся совладельцами? Нет. Совладельцами являются заказчики, совладельцами являться могут государства и так далее, и так далее. Даже если компания сейчас в какой-то проект теоретически вошла бы как в качестве совладельца, она там не находится в каком-то большом процентном соотношении. То есть я к чему говорю? Что в текущей модели, которая есть сейчас, нет столько выгод, сколько будет в коммерческих проектах, где заказчиком и инициатором будет корпорация инфраструктурно-логистического развития. Теперь что получается? Что корпорация инфраструктурно-логистического развития, заказывая любые предпроектные, проектные и все остальные работы не только по технологии струнного транспорта, а, например, на проектирование логистики, на проектирование и реализацию, например, того же кластера по линейным городам и все остальное. Все это будет делать команда Анатолия Эдуардовича Юницкого, которая находится в ЗАО «Струнные технологии». То есть, что по факту получается? Мы с вами расширяем свое не долевое участие в других технологиях Юницкого, например, там ВСТ и так далее. ВСТ у нас остается 5%, как и было. Но все, что связано дальше с работами, которые будут вестись над реализацией всех этих проектов, мы с вами будем получать доходную часть. Да, у нас, например, нет доли, как я уже сказал, там, в направлении по биогумусу, у нас нет долевого участия в направлении по линейным городам, у нас нет больше, чем 5% технологий высокоскоростного транспорта, но благодаря модели работы корпорации инфраструктурно-логистического развития
у нас получается участие в потенциальной доходной части от всего того, чем корпорация будет заниматься. А Юницкий, как вы помните, на прошлом эфире и, в принципе, на других, он очень подробно об этом рассказал. Таким образом, получается следующее. У нас с вами появляется возможность, вот помните, в прошлом году были возмущения наших некоторых инвесторов, инвесторы, я имею в виду, в технологии струнного транспорта, по поводу ситуации, связанной с ВСТ. Было возмущение по поводу того, там, почему 5% и так далее. Не будем сейчас повторяться, мы это уже давно с вами обсудили, прошли и утвердились, да, в данной информации. Но к чему я говорю? Вот если говорить о создании транспортного коридора, вы помните, что в основе там, ну, по сути, своей лежит высокоскоростное транспортное направление. Так вот, благодаря тому, что Анатолий Эдуардович Юницкий сейчас создал корпорацию, и именно корпорация будет заказчиком по всем этим работам, у нас выгодоприобретателем будет каждый из нас. И вот ВСТ будет реализовываться внутри корпорации, но мы с вами таким образом увеличиваем свое а, финансовое участие в получении финансового участия не с точки зрения давания сейчас там инвестиций, а с точки зрения потенциального получения обратно, да, в виде выгоды. То есть у нас в процентном соотношении выгода будет больше, чем если бы это было по старой модели. Вот назовем это так. Даже если бы, допустим, в США сейчас все успешно развивалось, у нас бы с вами было бы намного меньше выгоды, чем это будет происходить сейчас потенциально в корпорации. То есть по всем пунктам, по всем параметрам для нас это с вами, ну, максимально выгодно. И более того, э, это не требует большого количества лет для того, чтобы это произошло. Вы помните, что сейчас Анатолий Эдуардович вот анонсировал, что компания, сама корпорация будет проходить ряд процедур для того, чтобы начать полномасштабно свою деятельность. То есть сейчас есть организационные вопросы, есть подготовительные вопросы, есть юридические, да, финансово-юридические, которые корпорации необходимо решить там за относительно короткий промежуток времени. И на этом этапе вот это все, что нам нужно сейчас знать и для себя понимать, как этот процесс устроен и для чего он сделан. Кратко можем сейчас резюмировать. Прежде чем я подведу такой итог по этой теме, у нас сейчас 782 человека, дайте, пожалуйста, обратную связь, коллеги. Стало ли вам более понятно по нововведению, которое произошло в структуре компании? Так, вопрос, как называется новая компания? Ну, она так и называется: Корпорация инфраструктурно-логистического развития. Так, э, вижу десятки, супер, классно, отлично. Так, Вячеслав Крикун, я вот вам лично могу ответить. Вы можете поднять свою пятую точку. Тут мне тут рекомендация поступила. Можете поднять свою пятую точку и выйти сейчас из нашей комнаты в Zoom. Желаю вам успеха. Так, далее. Да. И на будущее данному товарищу у нас будет закрыт вход на наши встречи. Будете смотреть нас на YouTube. Так, Дим, сделай, пожалуйста, то, о чем я сейчас сказал. Далее. Далее.
Значит, вижу, что десятки большинству из нас понятно. Ну а теперь давайте резюмируем. Резюмируем данную информацию и вот два основных пункта. Первый. Технология струнного транспорта у нас создана через структуру, которую я озвучивал. Холдинговая компания GTI, это первое. Второе, ЗАО «Струнные технологии». И вот эта связка финансирования через компанию GTI позволила э, создать инжиниринговую компанию и зафинансировать создание технологии. Технология создана, необходимо ее продавать. Для этого есть маркетинговые представительства, которых там более 5 или около 5 по разным странам и регионам. Технология сейчас продается и реализуется через такой метод работы. Поиск заказчика, получение заказа, и инжиниринговая компания работает над этим проектом. Соответственно, текущая модель позволяет иметь минимальные выгоды от всего и технологического, и коммерческого процесса. Выгода есть, но она недостаточная или, так скажем, не удовлетворяет запросы как минимум даже вот автора технологии струнного транспорта, потому что он, как ее владелец, он хочет сделать, дать максимальную выгоду для всех текущих инвесторов в технологию струнного транспорта. Соответственно, что нужно было сделать и поменять? Анатолий Эдуардович Юницкий инициировал в этом году, эта идея к нему пришла еще в начале текущего года, инициировал создание другого альтернативного метода, который закрывает максимальный цикл получения выгоды от всего процесса, связанного с реализацией, созданием. Ну, создание мы уже не берем, но в целом, в принципе, и создание можем взять, потому что будет создаваться в рамках самой корпорации. Благодаря ее работе будет создаваться тестовый участок по высокоскоростной транспортной системе. Поэтому создание мы тоже берем. Значит, благодаря именно этой инициативе Анатолия Эдуардовича появляется возможность корпорации инфраструктурного развития быть инициатором, заказчиком и инвестором, финансируя ряд заказов, ряд коммерческих проектов и, самое важное, большого амбициозного проекта, большого коридора транспортно-логистического между двумя столицами. Да, и этот проект оценивается в 5 миллиардов долларов. Соответственно, реализация через корпорацию этого амбициозного проекта позволит компании ЗАО «Струнные технологии» на себе, ну, в какой-то степени, да, замкнуть реализацию технологического процесса, а корпорации замкнуть на себе долевое участие во всех других процессах. Что имеется в виду вот других процессов, что я еще не сказал? Это строительство, это эксплуатация, это участие долевое участие корпорации во владении инфраструктурных комплексов, быть в долевом участии в части линейных городов, в кластерах, я имею в виду. Соответственно, быть в долевом участии в реализации заводов по производству биогумуса и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас в корпорации инфраструктурного развития долевое участие ЗАО «Струнные технологии» составляет 40%. ЗАО «Струнные технологии» на 100% учредила холдинговая компания GTI. Мы с вами являемся все совладельцами холдинговой компании GTI. Таким образом, мы все с вами бенефициары получения выгоды от работы корпорации. Вот это, в принципе, все, что нам сейчас нужно знать про ее функции и ждать дальнейших ее первых промежуточных результатов работы. Теперь самое важное. Самое важное, что касается для того, чтобы не было теперь непонимания того, кто чем владеет. Смотрите, коллеги, были вопросы по поводу... Ну, все, я думаю, вот тут мы резюмировали, финишировали, и больше, в принципе, тут добавить нечего по этой теме. Теперь, что касается структуры, владения и прочим. Смотрите, коллеги, были такие вопросы.
Будут ли, вот смотрите, вопрос такой звучит, будет ли в реестре корпорации инфраструктурного развития числиться наши доли или как-то там отображаться? Ну и вот начинается такой каламбур в понимании юридической части. Э, Это нормально, потому что мы с вами не юристы, многие, мы с вами не финансисты, и многие не являются профессиональными инвесторами, да, таких нас более 90%. Но, но важно понимать, смотрите, друзья, вот если взять просто цепочку, вот юридическую, все очень просто. Холдинговая компания GTI раз, ЗАО «Струнные технологии» два, ЗАО «Струнные технологии» создала корпорацию три. Все. Теперь смотрите, вопрос. О каких долях в корпорации может идти речь? Мы с вами в GTI находимся, правильно? Но корпорация имеет свою оценку, имеет свою финансово-юридическую модель, на основании которой корпорация выпустит свои ценные бумаги. И свои ценные бумаги корпорация будет продавать. Но это будет происходить в рамках работы этого отдельного юридического лица. Да, ее соучредителем является вот структура, где конечным бенефициаром являемся мы. Ну, я имею в виду холдинговая компания GTI. Но все, что происходит в корпорации, это происходит в корпорации, но не внутри компании GTI, не внутри по факту ЗАО «Струнные технологии», а внутри этого отдельно созданного юридического лица. Мы с вами будем по этой обратной цепочке быть выгодоприобретателями. Например, корпорация инфраструктурного развития выпускает ценные бумаги, начинает их продавать, то есть это будут акции. Они будут продаваться через специализированных брокеров, квалифицированных. Туда будут заходить квалифицированные инвесторы, институциональные инвесторы. То есть это совсем другой рынок. Здесь нет модели краудинвестинга, здесь нет маркетинговой модели работы через MLM-системы. Здесь нет всего того, что есть внутри, грубо говоря, сейчас холдинговой компании GTI, как она продвигается. Вот здесь наша компетенция, ну, назовем так, она заканчивается. В том смысле, что мы не будем работать в данной модели как ну, в каком-то виде, который бы не соответствовал требованиям к корпорации, как она должна работать. То есть корпорация будет работать сама через своих агентов, посредников, брокеров и так далее, но не через ту модель, по которой мы работаем сейчас. Но каждый из желающих, когда корпорация выпустит свои ценные бумаги, она будет это делать через брокеров. Об этом однозначно будет информация. И каждый из вас, кто имеет желание, конечно же, сможет отдельно инвестировать в эту отдельную структуру. Тем самым здесь получается такой пример, как я приводил по поводу строительной компании. Очень банальный, но, я думаю, самый простой для понимания. Так, вот Алексей Наумович мне в личку написал вопрос. ЗАО владеет 40% корпорации, кто владеет оставшимися 60%? Смотрите, по поводу соучредителей, да, и совладельцев корпорации, об этом будет информация предоставлена позже. Ну, в рамках определенных причин мы об этом узнаем позже, да, когда будет об этом информация открыта. Но для нас с вами важно, что мы там, ну, грубо говоря, компания ЗАО «Струнные технологии», где GTI является стопроцентным владельцем, там находится 40%. Что касается остальных учредителей, туда входят некоторые структуры, да, и скажем так, юридические лица, к которым имеет отношение и Анатолий Эдуардович Юницкий, как автор технологии, ну и так далее. То есть давайте вот этот вопрос мы оставим на следующие эфиры с Анатолием Эдуардовичем, когда будет готова компания эту информацию нам предоставить. Хорошо? Так. Да.
На чем я остановился, коллеги? Мне просто Алексей вопрос задал, но я не мог на него не ответить, потому что он очень актуальный. Да? А, пожалуйста, кто внимательно слушал? Вот у нас 804 человека, что мысль чуть вылетела перед тем, как я на Алексея вопрос отвечал. Мгм. Да, все, вспомнил. По поводу того, что, пример, да, со строительством, что мы с вами не участвуем маркетингово, мы не привлекаем инвестиции в корпорацию, мы не кричим об этом на каждом углу, мы не занимаемся рекламой и так далее. Здесь наша миссия, она закончилась ну, в плане того, что маркетингового продвижения. Там дальше уже компания пойдет своим путем. Чем мы можем помочь? Я сейчас об этом отдельно скажу. Это вот вторая часть моего сегодняшнего выступления, что касается вот именно темы. Мы сейчас к этому придем. Но что касается примера, да, со строительством, а точнее со строительной компанией. Вот представьте, мы с вами являемся совладельцем большой строительной компании, которая строит свои объекты по всему миру. Да, она строит там в Азии, строит в Африке, строит в Европе, в Америке, в странах СНГ, ну вот везде. И у нас с вами есть доли или акции этой строительной компании. Таким образом, получается, мы с вами участвуем в получении прибыли со всех строительных объектов, которые строит эта компания. Но если мы хотим отдельно купить квадратные метры, например, в Азии, либо хотим купить отдельно квадратные, там, 150 квадратных метров в СНГ или 150 квадратных метров в Европе, не имеет значения. Вот эти 150 квадратных метров, они отдельно каждым человеком приобретаются в отдельную собственность. Но это никак не ущемляет то, что вы еще и инвестор в самой, и совладелец в самой строительной компании. У вас только расширяется ваш портфель. И таким образом, допустим, квадратные метры больше имеют перспективу в Африке, допустим, там, чем в Европе. И, соответственно, вы для себя имеете понимание, что владея этими квадратными метрами, вы их продадите и быстрее заработаете деньги. Но это никак не влияет на то, что вы совладелец самой вот этой корневой компании, которая вот в данном примере является строительной. Вот тут точно так же. Вы являетесь совладельцем всей технологии, вы имеете долевое участие в компании Global Transport Investment, но никто вам не мешает, соблюдая все процедуры, отдельно потом купить акции корпорации, которая будет работать над проектами там, в конкретной территории. И вы потом же эти акции сможете продать дороже, получать от них там, максимальные выгоды и так далее и тому подобное. То есть я к тому, что вот важно понять, что если вы хотите стать совладельцем, ну, в смысле там, проинвестировать в корпорацию и участвовать в капитализации этой отдельной юридической структуры, где вы уже как бы как бенефициар тоже находитесь, но отдельно использовать этот инструмент вам никто не мешает. Когда к этому будет подготовлен и готов этот механизм, мы об этом узнаем. Но сейчас бегать, рассказывать про корпорацию с точки зрения того, что туда нужно инвестировать или еще что-то, это табу, коллеги. Мы этим не занимаемся. У нас нет на это ни права, никаких либо полномочий это делать. То есть мы этого не делаем. Это категорическое табу. Все, что мы можем делать, это вот как раз часть следующая, да, что мы можем делать и как мы можем посодействовать тому, чтобы корпорация развивалась быстрее. Все, что мы можем делать, это сейчас финансировать и привлекать новых совладельцев технологии струнного транспорта, которые обеспечивали бы ее жизнедеятельность сейчас. И вот давайте об этом более подробно я проговорю после того, как задам финальный вопрос по корпорации. Коллеги, вот мы с вами провели 50 минут в таком детальном объяснении того, для чего корпорация, чем будет заниматься и где в этой истории мы. Вот, в принципе, это можно сейчас свести к такому короткому выводу.
50 минут мы на это потратили. Скажите, коллеги, более понятно? Вот это очень важно, потому что обратная связь, она разная, и важно, чтобы не было этих недопониманий. Давайте еще раз, коллеги. Так, с графиками и схемами было бы более понятно. Я не спорю, графики, схемы, они будут, но будут позже. Э, у нас после Экофеста будет внедрено полноценное корпоративное обучение. Об этом мы будем анонсировать и говорить в день нашего мероприятия на Экофесте. Не на самом Экофесте, а на следующий день у нас будет мероприятие для нашей платформы, и там будет анонс нашего корпоративного обучения. Сейчас для того, чтобы не, э, не расфокусироваться, скажем так, мы этого еще не запускаем, потому что наш основной фокус сейчас на Экофесте. Но вот об этом мы сейчас частично поговорим. Так, вопрос вот задается. Можем ли мы напрямую покупать акции компании как частные лица? Вот именно об этом я и говорил, что когда будет запущен механизм продажи акций корпорации, вы сможете через квалифицированных брокеров и официальных там партнеров, через кого это будет происходить, конечно, сможете покупать без проблем. Так, какой процент дивидендов получат инвесторы? Процент от чего? Не совсем понятен вопрос. Там 25 или 50. Если говорить, давайте так, про корпорацию инфраструктурного развития, ну, в принципе, об этом вот у меня будет во второй части. Я эту тему затрону. Хорошо. Так, все понятно. Корпорация будет дочкой GTI, у этой дочки будут свои акции. Ну, да, в какой-то степени только через юридическое лицо, да, которое уже в структуре находится. Понятно, это, в принципе, можно так и назвать, что это дочерняя компания. Так, будет ли GTI выходить на IPO или теперь вместо нее выходит корпорация? Нет, Алексей, это разные юридические лица в данном вот контексте, то, о чем вы спрашиваете. То есть GTI это GTI, а IPO, ну в смысле IPO для GTI, это одна процедура, корпорация это другая. Поэтому тут одно другому не мешает. То есть представьте, когда корпорация уже будет полноценно функционировать и капитализировать текущую структуру, то когда текущая структура, я имею в виду GTI, будет выходить на IPO, это будет совсем уже другое IPO. Ну, то есть совсем другие э, перспективы, да, капитализации, монетизации. Так, есть ли какие-то актуальные государственные, межгосударственные документы о реализации проекта через корпорацию инфраструктурно-логистического развития? Смотрите, Михаил, мы, как маркетинговая платформа, мы не занимаемся и не имеем информации того, что есть, чего нет и так далее. Я, так же, как и вы, в данном контексте, в принципе, там на 90% получаю информацию в таких же беседах с Анатолием Эдуардовичем во время прямых эфиров. И мы, как маркетинговая компания, маркетинговая платформа, не владеем данной информацией. И, соответственно, все, что будет происходить в рамках развития данного юридического лица, будет происходить, и мы будем получать информацию э, исключительно из официальных источников. Поэтому, если эти документы есть, они будут показаны. Если их нет, ну, значит, не пришло время. Но, как вы помните, Анатолий Эдуардович говорил о том, что корпорацию поддерживает достаточно серьезная официальная структура. И я думаю, что в ближайшее время, когда у нас будут эфиры этому посвящены, мы об этом узнаем. Так, я просто чат просматриваю.
Так, вот у Эльмира хороший вопрос. Вносится ли доля в 40% от, ну, USky он написал, да, UST, именно заостренные технологии в натуральной форме, или же эти средства будут привлечены в ходе сбора финансирования, либо выделены из внутренних ресурсов? Мне это не совсем понятно. Но вот сейчас во второй части я именно об этом и буду говорить. Так. В целом все понятно, Максим. Скажите, пожалуйста, можно ли примерно рассчитать, какая часть с каждого доллара дохода корпорации будет приходиться на дивидендную выплату на каждую долю холдинга, да? Э, Смотрите, коллеги, вот Константин задает вопрос. Если мы говорим, что на текущий момент в корпорации долевое участие за устройные технологии там 40%, то вот просто на простом примере, грубо говоря, там 10 миллионов от корпорации пойдет в виде заказа за те или иные инжиниринговые работы, то, соответственно, э, тут двойная выгода получается. Ну, в каком смысле? Первое. ЗАО «Струнные технологии» будет иметь свою маржу в качестве ну, тех или иных работ, как это есть и сейчас. Дальше, там, минус, компания тратит от полученных денег, тратит на содержание сотрудников, инженера часы и так далее, выплачивает заработную плату, у нее остается прибыль. Эта прибыль, получается, потенциально наша с вами тоже доходная часть в виде выплаты будущих там вознаграждений. Но, учитывая то, что корпорация инфраструктурного развития в ней есть 40% долевого участия ЗАО «Струнные технологии», то уже от реализации, когда вот эти инжиниринговые работы будут там применены на практике и пойдет реализация проектов, то еще дополнительно к этому пойдет доходная часть в виде прибыли корпорации, да, которая будет генерироваться, она пойдет в ЗАО «Струнные технологии». Вот в этом смысле, почему она и получается двойная. Ну и здесь по такой логике, как бы, ну, можно вывести, я таких просчетов там детальных не делал, но я думаю, что когда мы будем уже проводить обучение, там мы будем показывать это все на конкретных цифрах. Так вот, в этом плане у нас и получится потенциально такая двойная выгода, ну, в правильном понимании этого слова. Хорошо, коллеги, у меня есть что еще теперь вам сказать, как раз на основании комментариев, которые вы написали, вопросов, вот именно это и будет сейчас во второй части. Я бы предложил нам сделать сейчас перерыв, минут 10, чтобы переводчики немного отдохнули, попили воды. Вы тоже можете воспользоваться этой паузой. И мы еще с вами поработаем где-то 30-40 минут. Я отчасти как раз отвечу на вопросы и комментарии, которые были, и затрону вот именно важность, где мы сейчас можем быть полезными для того, чтобы корпорация начала свою эффективную работу. И как устроена модель, потенциальная модель и перспектива выплаты вознаграждений благодаря работе корпорации. Так что, друзья, давайте 10 минут перерыв, и с вами потом продолжим. Итак, коллеги, можем продолжать. Сделали мы с вами небольшую паузу и теперь продолжим. У нас с вами теперь есть задача для каждого понять, где мы во всей этой истории. И чем мы сейчас можем помочь, по сути, самим же себе, для того, чтобы ускорить процесс капитализации самой технологии струнного транспорта. И вот есть один очень интересный вопрос, который сейчас в чате прозвучал. И в рамках, наверное, даже этого вопроса я продолжу развивать свою мысль. Друзья, вопрос звучит так. Я так понимаю, что этот вопрос задали из Вьетнама. Он звучит следующим образом. Итак, когда же GTI фактически выйдет на биржу? Когда инвесторы, наконец, смогут продать свои акции
Группа продолжает создавать новые компании и выводить их на биржу. Однако неизвестно, когда сама GTI станет публичной. Сколько еще придется ждать инвесторам? Коллеги, у меня здесь есть вот вопрос хороший, имеет место быть, он логичный, вполне обоснованный. Но тут очень важно понимать, коллеги, эм, ответ на вопрос, который я сейчас задам. А с чем сейчас компании GTI выходить на биржу и начинать там процедуру IPO? Вот можете ответить на этот вопрос? Нас сейчас во второй части поубавилось людей, да, сейчас у нас 685. Вот ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Можно чат открыть. С чем сейчас компании GTI выходить на публичное размещение акций? Да, пройти процедуру конвертации из долей, доли конвертировать в акции. Вот сейчас с чем-то есть выходить? Вот я вижу несколько ответов. Давайте поактивней. Все пишут, что не с чем. Да? Вот нет, 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 пока не с чем. Пишут вот Александр, пока мало с чем, практически не с чем. Вот Сергей написал, надо запустить для начала хотя бы пару проектов. Так вот, все, пока давайте чат закроем. Ответ понятен. То есть, как бы логика понятна. Это на самом-то деле вопрос риторический, да, я думаю, как бы все мы с вами здравомыслящие люди и понимаем, что выходить на биржу, чтобы продавать акции и так далее, ну, необходимо иметь уже какую-то состоявшуюся капитализацию. Так вот, капитализация, она будет исключительно в том случае, когда будут построены сотни, а лучше тысячи километров дорог с применением технологий струнного транспорта. Да, есть другие альтернативные там способы и методы а, выхода на биржу, да, есть такие примеры в современной истории, когда компании только на предзаказах делали такой интересный хайп, но при этом они быстро сдувались и потом просто уходили с рынка. И, соответственно, мы не идем по этому пути. Мы, если говорим о том, что мы создаем новую отрасль, то мы должны приходить уже с первыми этапами и показом того, что эта новая отрасль, она на практике внедряется, а не просто делать какие-то громкие заявления и прочее. Так вот, отвечая на вопрос нашего партнера, инвестора, коллеги из Вьетнама, нам не с чем сейчас выходить на публичный рынок. Более того, вы написали, что группа компаний продолжает создавать новые компании, выводить их на биржу. Смотрите, коллеги, как я уже сказал вот в первой части своего выступления, что корпорация – это как инструмент, который позволит как раз ускорить этот процесс, чтобы капитализация технологии струнного транспорта и в целом всего отраслево образующего направления становилась реальностью и внедрялась в жизнь. И таким образом дочерняя компания, которая находится в структуре группы компаний, она и будет служить как один из этих механизмов и, возможно, станет ключевым звеном, который позволит потом самой холдинговой компании GTI выходить на публичный рынок, размещать свои на тот момент уже акции и продавать их. И, соответственно, каждый из нас потом сможет это сделать. Так вот, именно по этой причине Юницкий и инициировал создание такого инструмента. То есть это инструмент, когда он будет работать, его же, вы помните, мы с Юницким Анатолием Эдуардовичем это обсуждали в эфире, что такую модель можно будет дублицировать и создавать в других регионах и странах.
Такую модель можно будет использовать вот именно в рамках корпорации и создания корпорации транспортно-логистического инфраструктурного развития а, во Вьетнаме, в Африке, возможно, в Европе, на других континентах и ну, территориях. То есть это как раз усилит капитализацию деятельности группы компаний, капитализацию технологий в первую очередь. Так вот, сейчас не то, что не время, сейчас не с чем выходить на публичную плоскость, ну, в контексте IPO, да. Соответственно, Юницкий, как я уже не один раз сказал, именно для этого этот механизм и создал. Поэтому, друзья, тут важно понимать, что это ну, не является какой-то ну, создание новых структур какой-то, ну, я не знаю, там, эфемерной деятельностью или, ну, я не знаю, там, бутафорией какой-то, если можно так сказать. Это реальные структуры, которые создаются с правильными, благими намерениями. И в первую очередь с точки зрения бизнеса и капитализации. Поэтому давайте вот просто поставим себя на место Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович всю свою жизнь сознательную занимался как раз созданием, да, своей технологии, начиная от чертежей научных работ до уже современной истории, настоящего времени, реальным внедрением технологии струнного транспорта в жизнь. И вот пришло время, когда технология есть, но ее по текущей модели достаточно сложно и долго продавать. И вот я же еще раз повторюсь, ставим себя на место Юницкого. И вот он думает, размышляет, смотрит на происходящее и думает над тем, как это ускорить, как это улучшить, как получить максимально выгоды от внедрения технологий. И придумывает этот механизм. Дает задачу юристам, своей команде изучить, какая модель есть на рынке, тем более на территории той страны, где находится ядро и сердце проекта, где находится вся инжиниринговая команда, где не нужно перевозить сотрудников на другой континент, нести дополнительные затраты, ну и так далее. Соответственно, такой механизм есть. И вот как раз корпорация и появилась именно благодаря этому, для того, чтобы быстрее произошло то, о чем вы спрашивали. Ну, я сейчас обращаюсь вот к нашему инвестору из Вьетнама. Ну и такой же вопрос есть у многих других инвесторов, да. Так вот, друзья, вот поставив себя на место Юницкого, можно по-настоящему понять все инициативы и процессы, которые происходят сейчас на наших глазах. И я думаю, что в этом э, ну, нет ничего зазорного или даже с точки зрения там, бизнеса неправильного. Наоборот, друзья, я считаю, что это очень правильный шаг был сделан Анатолием Эдуардовичем. И тут наша задача не помешать этому процессу неправильным пониманием, а если неправильно понимаем, то мы тогда неправильно действуем. И неправильно тогда, если неправильно понимаем, неправильно несем информацию в массы, вводя в заблуждение других людей и еще тем самым вредя самой технологии, ее развитию и в целом вредя всему проекту. Потому что эти этапы или такие пункты мы уже проходили на протяжении современной истории реализации технологии. Поэтому давайте сейчас будем учиться хотя бы на своих ошибках и на ошибках, которые были ранее допущены, да, когда не обоснованно давали инвесторам информацию, многие ну, там, бывшие партнеры, либо текущие партнеры, когда давалась информация по поводу того, что там будет вот действительно вот там то IPO, о котором вы спрашиваете, что IPO там будет в 2018 году и прочее, прочее. И это преподносилось как за факт, а не хотя бы там за какой-то теоретический процесс. Так вот, давайте, чтобы этого не было сейчас, давайте реально смотреть на вещи. А реальность, она заключается в следующем.
в том, что у нас за относительно короткий промежуток времени, вот здесь очень часто я вижу несогласие многих наших инвесторов, что многие говорят, что слишком долго все происходит. Я говорю о том, что в рамках создания отраслеобразующего направления все происходит быстро. Многие возмущаются, что вот был анонс выплат вознаграждений, и я вот говорю о том, что не стоит ожидать там больших выплат и прочее, что действительно выплаты будут даже в какой-то степени символическими. Я говорю, что это хорошо. Некоторые или даже многие говорят, что это, ну, типа, мало и долго. Ну хорошо, давайте возьмем тогда примеры из современной истории. Возьмем всеми любимую или нелюбимую, популярную компанию Tesla. Вы помните, я на одном из эфиров, буквально там полгода назад, может меньше, может больше, не помню точно, но приводил пример, сколько понадобилось лет для того, чтобы Tesla вышла на первые положительные показатели по прибыли. Это было или 16, или 19 лет у них заняло. Более того, все эти годы компания Tesla имела финансирование, датирование, кредитование и прочие льготные программы на сумму более 13 миллиардов долларов. И вот с таким бюджетом они не смогли показать положительные финансовые результаты для владельцев акций, которые были выпущены, проданы и так далее. Соответственно, это компания, которая инноваций не сделала, внедрила то, что было придумано много лет назад, и выпустила автомобили, там, продавала их и так далее, но при этом они не могли выйти на прибыль там, минимум 16 лет. Мы работаем на рынке по факту 10 лет, там 11 год пошел, если говорить про инжиниринговую компанию. Так вот, скажите, коллеги, это много или это мало? Я считаю, что в рамках вот создания того, что создает Юницкий, э, это очень быстро все происходит. Но у нас с вами есть сейчас все шансы для того, чтобы это было теперь еще быстрее, потому что создан внутри структуры группы компаний свой инструмент в виде корпорации. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы дальше быть активными партнерами. Сейчас речь не идет о том, что там каждому инвестору нужно дальше на регулярной основе инвестировать и так далее. Те, кто понимает ценность нашего проекта, ценность владения долями, те, конечно, это делают. И это похвально и в какой-то степени правильно. Но самая основная наша задача заключается в том, если мы говорим про нашу платформу Micron Global, мы занимаемся маркетинговым продвижением именно холдинговой компании GTI. И даем информацию, предоставляем техническую возможность стать совладельцем технологии струнного транспорта. И вот наша задача в том, чтобы наша работа, она масштабировалась и увеличивалась. И вот был вопрос, я сейчас продолжу мысль, возьму вопрос просто из чата. Вот Карина задавала, Карина HT, ну, не знаю, как правильно прочитать фамилию, написано на английском, Ахти, Ашти, не знаю. Но суть вопроса в следующем. Итак, пока корпорация работает над реализацией проектов, сохранится ли у нас возможность продолжать приобретать доли в GTI? Так вот, в продолжение своего спича, кстати, у нас людей прибавилось, 719 человек, в продолжение хочу сказать следующее. У нас в холдинговой компании есть еще четвертый холдинг. И он в ближайшее время начнет распаковку, ну так, в кавычках, да, символическую распаковку своих долей. И эти доли будут идти на вот реализация этих долей и средства от реализации этих долей будут идти на, в первую очередь, поддержание того, что всеми нами в том или ином виде создано за эти 10 лет. Ну, если брать с момента работы холдинговой компании, 14 лет, ой, 12 лет, с 2014 года. Так вот, у нас еще с вами, отвечая вот и на вопрос, и в продолжение моей темы, у нас с вами еще около 100 миллиардов долей.
И почему процесс реализации этих долей сейчас очень важен, именно вот, чтобы это шло в ускоренном масштабе? Потому что мы с вами действительно создали очень большой, э, очень большую действующую, регулярно масштабируемую структуру, которую нужно поддерживать финансированием, а именно поддерживать затраты, да, которые имеются в виду, вот есть как операционные расходы у всей группы компаний. И нам, вот мы создали эту большую махину в виде всей структуры компании GTI для того, чтобы вот у нас получился инновационный уникальный продукт, которым является технология струнного транспорта. У нас есть два вида этих транспорта: городской, грузовой, в разных исполнениях и применениях. Так вот, теперь у нас вырисовывается два варианта развития событий. Три, да? И это было очень очевидно в начале этого года. Э, Вот три развития событий. Смотрите, коллеги. И это, вот еще раз повторюсь, очень хорошо подчеркивает январь текущего 2026 года. Группа компаний GTI по той модели, по которой она сейчас работает, я имею в виду продажа технологии, э, ну, позволяет компании получать заказы, генерировать какую-то доходную часть. И вот представим, что не было бы сейчас краудинвестинга, ну вот как он есть в том виде, в котором сейчас работает. Вот если бы холдинговая компания не продавала бы свои доли, то у компании было бы вот несколько таких сценариев развития событий. Вот смотрите, коллеги, представим, что нет сейчас финансирования через группу компаний GTI. Да, у компании есть продукт. Компания получает те или иные заказы. С этих заказов компания должна содержать десятки юридических лиц, без которых она не может функционировать. Компания не может функционировать без R&D-центра в Беларуси. Компания не может функционировать без зала струнной технологии. Компания не может функционировать без завода СВ-Плант, где мы тоже с вами являемся совладельцами. Компания не может функционировать без инженеров, конструкторов, не может функционировать без техники, которая есть в собственности, которая нужна для работы. Компания не может функционировать без переговорных процессов, командировок, поездок. Компания не может функционировать без программного обеспечения, лицензированных специальных программ, которые стоят сотни тысяч долларов в стоимости, ну и так далее. То есть все это требует ежемесячных затрат. Так вот, смотрите, коллеги, если не будет процесса краудинвестинга на данном этапе, то группа компаний просто сократится до штата, там, наверное, 100-150 человек. Потому что те объемы заказов, которые есть, они не позволяют покрывать полностью всю свою расходную деятельность. Понимаете, да? Я думаю, что для нас с вами это, мы это уже обсуждали неоднократно, но для нас с вами это не является секретом. Но благодаря тому, что холдинговая компания GTI имеет большой пул долей, которые еще не реализованы. И здесь в самую важную роль имеет, конечно, оценка интеллектуальной собственности Анатолия Эдуардовича, которая лежала в основе создания холдинговой компании. А, Благодаря этому есть такой большой пул долей, да, чуть выше, там, чем 400 миллиардов. Соответственно, вот та модель, по которой холдинговая компания сейчас работает, она реализует долевое участие в технологии. Эти средства идут на ее, шли в первую очередь на ее создание, это мы сделали. Теперь идет финансирование на то, чтобы поддерживалась жизнедеятельность всего этого механизма и организма, назовем так. И сейчас следующий этап, он второй, самый важный, чтобы технология смогла выйти на рынок.
Так вот, благодаря тому, что сейчас холдинговая компания реализует доли, она получает средства. Эти средства она направляет на содержание всей холдинговой структуры, всей компании, группы компаний GTI, включающую в себя вот все то, что я перечислил. И эта модель, она позволяет те небольшие доходы, которые сейчас в компанию приходят в виде оплат за инжиниринговые услуги, генерировать эту доходную часть, которая при условии, что холдинговая компания ежемесячно закрывает финансирование операционной деятельности, позволяет сейчас группе компаний GTI генерировать прибыль. Но эта прибыль небольшая в данный момент, но она уже есть, да, она имеет такой, ну, в какой-то степени там накопительный эффект. Что-то компания зарабатывает сейчас, там, текущим летом, что-то она заработала чуть раньше на тех работах, на других работах и так далее. И вот эту прибыль при условии, что GTI будет дальше закрывать операционку, все расходы, а это на минуточку 2,5 миллиона долларов в месяц. Но вот если мы через крауд обеспечиваем закрытие этих расходов, ну, то тогда то, что приходит в качестве заказов, можно отдавать и отдать сейчас на выплату вознаграждений. Но как только этот баланс ломается, то тогда о каких мы можем говорить вознаграждениях? Ну, понимаете, да? Тогда необходимо, чтобы мы на регулярной основе обеспечивали этот минимум, который нужен группе компаний. Таким образом, то, что создана корпорация, это только потенциально увеличивает в перспективе следующего года, чтобы корпорация начала полноценно свою работу, как я уже сказал, потенциально увеличивает э, э, генерирование прибыли для компании GTI. И, соответственно, на следующий год можно уже прогнозировать уже другие там суммы на выплату вознаграждений, при условии, что корпорация инфраструктурного развития положительно покажет свою работу. Для нас сейчас это большая надежда и большая перспектива. Но при всем этом вот был вопрос в чате, да, по поводу, э, я сейчас, если его найду быстро. Ну, суть как бы такая, что э, вот холдинговая, давайте не так, инжиниринговая компания там является учредителем 40% в корпорации, да, и Анатолий Эдуардович говорил о том, что сейчас формируется уставной капитал, который должен быть там достаточно приличную сумму денег, если не ошибаюсь, это в районе 3 миллионов долларов. Так вот, учитывая то, что формирование уставного капитала должно быть, вот вопрос был у Эльмера, если не ошибаюсь, по поводу, что это номинальная сумма или она фактическая должна быть. Вот как-то так вопрос звучал. Пум-пум-пум. Да, вот смотрите, вот вопрос звучит так у Эльмера. Вносится ли доля в 40% или же эти средства будут привлечены в ходе сбора финансирования? Мне это не совсем понятно. Да? Так вот, да, я этот вопрос зачитывал перед перерывом. Так вот, как раз сейчас мы и имеем понимание, что даже формирование уставного капитала – это расходная часть, которая нужна на то, чтобы обеспечить запуск того же механизма для капитализации технологий, а механизм это создание корпорации, это тоже та расходная часть, которая ложится на плечи компании. И что хочу сказать, что для нас с вами, коллеги, это тоже ну, является определенным сигналом того, что то, что сейчас происходит, это реализация плана, который был объявлен в тот кризисный период января 2026 года. Вы помните, что та программа, которая была запущена для того, чтобы технологию поддержать, она имеет название оптимизация финансирования
технологии струнного транспорта с целью масштабирования технологий. Да? Программа оптимизации финансирования с целью масштабирования UST. Так вот, благодаря той программе, которая была запущена в январе текущего года, и которая длилась почти 3 месяца, ну там два месяца по большому счету, именно это позволило сейчас прийти к этому процессу и механизму, который Юницкий Анатолий Эдуардович придумал, да, инициировал и реализовал в качестве корпорации, вот именно в рамках этой программы. То есть эта программа позволила сейчас к этому прийти. И вот тот уставной капитал, который сейчас формируется, очень важно понимать, что это такая сейчас самая большая затратная часть текущего лета, которая есть в рамках затрат для технологии струнного транспорта. И в этом смысле мы можем только лишь поддержать эту инициативу, учитывая вот первую часть моего выступления, где я объяснил и показал, что технология струнного транспорта имеет сейчас все шансы благодаря корпорации быстрее капитализироваться и так далее, благодаря именно этому инструменту. Так вот, если мы сейчас с вами активизируем свои действия, особенно в преддверии Экофеста, на то, чтобы как можно больше людей приехало на это мероприятие, чтобы вы поприсутствовали там. Вот для этого необходимо сейчас, в августе месяце, приложить свои усилия, учитывая то, что вы являетесь клиентом маркетинговой платформы Micron Global, использовать сейчас этот инструмент не для того, чтобы там лично инвестировать. Я не говорю сейчас об этом, потому что там иногда люди пишут комментарии, да, наши там клиенты платформы, что вот опять там говорят, инвестируйте. Нет, друзья, используйте инструмент, который есть сейчас в ваших руках. Это маркетинговые инструменты. Привлекайте новых инвесторов, показывайте им результаты, достижения, которые есть у нас за эти 10 лет работы инжиниринговой компании. Показывайте результаты, которые есть в виде первого коммерческого проекта в акварели, пилотного проекта. Нет, ну давайте так, вот коммерческий проект, это, наверное, все-таки пилотный, да, пилотный проект «Акварель», и второй проект, который будет коммерческим и пилотным в рамках другого масштаба, это проект «Сосны». Это же тоже достижение, правда? И я к чему? Сейчас август нужно использовать вот именно в этом активном ключе. Работать с новыми инвесторами и потенциальными партнерами нашей платформы. У нас для этого есть все. У нас есть хороший маркетинг-план, он достаточно щедрый. И такая модель, вы знаете, она работает 12 лет. Она самая эффективная, как оказалось, по тому, чтобы обеспечить реализацию технологий струнного транспорта. И эта модель будет дальше использоваться для работы. И вот отвечая на вопросы из чата, где спрашивалось, а будет ли возможность, конечно же будет, и до тех пор, пока есть вот эти еще оставшиеся 100 миллиардов долей это будет происходить, потому что сейчас корпорация еще не работает, корпорация сейчас не имеет в активе каких-то ну, финансовых да, активов в виде привлеченных инвестиций там, с внешнего рынка и так далее. Сейчас это только все готовится. Поэтому нам важно тоже помочь создать эту инфраструктуру. Потому что это тоже наше с вами направление. Грубо говоря, вот я не знаю, может там Анатолий Эдуардович Яницкий, если услышит эту фразу, он может сильно меня осудит и захейтит, будет выступать в качестве хейтера и сыпа. Но я сейчас максимально упрощу. Сейчас поймете, что имею в виду. Вот будем считать, что корпорация инфраструктурного развития – это некий такой супер-пупер отдел продаж технологий струнного транспорта. Вот еще раз говорю, я, наверное, очень сильно получу критику, если Юницкий услышит эту фразу, но это для простого понимания для нас с вами. Да? Вот корпорация это, вот давайте по-другому. Хорошо, текущая модель, вот те там 5 маркетинговых представительств, которые есть, это же по факту-то отдел продаж, это лицо
технологии в виде этих представительств, они ведут переговоры, они продают технологию, получают там потенциально заказы. Корпорация, конечно же, это другой инструмент, это не отдел продаж, но условно для нас с вами, для простых обывателей, вот можно даже так объяснить. Так вот, условно, что у нас сейчас с вами состоит задача, как у совладельца технологий струнного транспорта, обеспечить полноценный такой процесс, да, чтобы этот отдел продаж быстрее запустился, чтобы наша технология вот продавалась быстрее, и мы еще больше получали выходы не только выгоды не только с технологии UST, а еще с других смежных направлений, которые есть у Анатолия Эдуардовича, потому что мы там конечные бенефициары в том или ином виде. Так вот, сейчас тоже такой большой вызов для нас с вами. Вот в начале этого года был вызов технологию поддержать, выйти из кризиса для того, чтобы вот обеспечить будущий такой прорыв, да, коммерческий. Вот сейчас мы к этому этапу подошли. Сейчас август. Корпорация создана, механизм запускается, проходятся все процедуры. На это тоже нужны дополнительные затраты. И от того, как мы сейчас тоже отработаем текущий месяц, будет зависеть тот же самый потенциал выплаты вознаграждений. Ну, я имею в виду, что не сам факт их выплаты, да, а та сумма, которая будет. Это я так предполагаю, потому что я понимаю, что сейчас для группы компаний это же идет как затратная часть, ну, вот в моем понимании. Ну, я думаю, наверное, каждый из вас тоже это понимает и осознает. Но если компания потратит эти деньги, то, соответственно, тогда ну что, у нас уменьшится та потенциальная прибыль, которая есть у группы компаний. Поэтому нам что нужно в данном случае, вот на мой взгляд, сделать? Использовать просто инструменты, которые работали и работают 12 лет. Используйте маркетинговую составляющую, поработайте со своим окружением, поработайте с людьми, которые живут в вашем регионе, в вашей стране, ну, коллеги, я не буду сейчас перечислять там все способы и возможности, как доносить информацию. Вы все, многие из вас являетесь профессионалами в этом деле. Дайте людям эту информацию, предоставьте им возможность стать совладельцем, зарегистрироваться на платформе и дальше выбрать для себя то предложение, которое будет максимально выгодно. Что от этого мы получаем с вами, каждый из вас? Вы получаете для себя нового партнера, вы получаете свои комиссионные вознаграждения, вы потенциально получаете человека, который в будущем может быть активным партнером в вашей сети. Кто работает активно по маркетингу, вы закрываете свои новые, подтверждаете, точнее, свои текущие статусы, кто-то получает новые ранги по своей карьере, ну и так далее. То есть здесь позиция, на мой взгляд, выиграл-выиграл. Здесь в данном случае как бы нет проигравших. А люди, которые сейчас потенциальные ваши клиенты на маркетинговой платформе, у них вообще золотое время, потому что они приходят в тот момент, когда уже все есть с точки зрения технологии, они приходят в тот момент, когда не нужно им доказывать, что это будет, есть уже. Но если то, что создано сейчас и есть в качестве реальной технологии, и Юницкий компания все это сделала и показала, но почему тогда нужно сомневаться в том, что и дальше компания будет ну, держать свое слово, то, что все будет прикладывать все усилия для того, чтобы реализовать сейчас текущие планы. Ну, для этого есть все шансы. Давайте тоже объективно на это смотреть. Вот посмотрите, сейчас вот во многих странах, там, на территории Европы, стран СНГ, да и вообще, в принципе, по миру идет там всемирное потепление такое, что, ну вот, я за свои 40 лет, я не помню таких температур. Буквально вчера я открываю машину, сажусь в нее, на солнце 52 градуса, машина нагрелась. 52 градуса. Ну, понимаете, это можно вот яйцо на автомобиле жарить. Я к чему говорю, что тенденция такая, что действительно весь технологический процесс, который есть, он приводит к тому, что природа максимально нуждается в том, что нужно менять подход к освоению э,
подход к индустриализации, да, который произошел. Так вот, как раз технологии, я к чему просто веду. Технологии Анатолия Эдуардовича, они и созданы, и создаются как раз для того, чтобы ситуацию изменить на нашей планете. И я это говорю к тому, что сейчас людям даже это легче объяснить, потому что в основе технологии струнного транспорта лежит основная технология Юницкого, это технология по безракетному освоению космоса. И я напомню, что вот в сентябре текущего года будет очередная, если не ошибаюсь, девятая международная конференция по освоению, по безракетному освоению космоса. И у вас есть возможность попасть на эту конференцию, выполнив условия, которые есть в нашем промоушене, быть специально приглашенным гостем. И к чему веду? К тому, что для простого обывателя, живущего сейчас на планете, легко объяснить, зачем нужна технология UST, зачем нужна реализация технологии безракетного освоения космоса и так далее. И у человека есть возможность на это повлиять, ускорить этот процесс и, более того, еще стать совладельцем технологии UST. То есть я вот к чему веду, что сейчас работать с новым рынком несложно, легко. Только для этого необходимо немного потрудиться. И у нас сейчас с вами лучшее время. Да, я понимаю, что летом, конечно, многие любят отдыхать. Не то, что любят, а так всегда было. Время отпусков и прочего. Но у многих они заканчиваются там в течение... У кого-то уже закончились, да, кто уже отдохнул, кто-то там до 20 августа и так далее. Поэтому, коллеги, я все-таки просто призываю нас с вами к тому, чтобы мы были максимально активными в этот период и работали сейчас с новым рынком. Даже если кто-то из вашего окружения или большинство из них находится на отдыхе и так далее, ну, всегда есть социальные сети, связь для того, чтобы скинуть информацию о текущих там результатах. Многие из вашего окружения наверняка уже знают о технологии UST, только находятся в рамках наблюдателей. Здесь только важно применить определенное мастерство для того, чтобы донести правильно информацию, ну и так далее. Как бы суть моей мысли такая, что сейчас нам важно активизировать свою деятельность за текущий период времени, именно за август, накануне Экофеста, и использовать это для себя, ну, как инструмент, чтобы мы смогли тоже помочь группе компаний GTI быстрее закончить процессы, связанные с задачами, которые есть в корпорации. Потому что для группы компаний это дополнительная финансовая нагрузка. Так вот, если мы обеспечим с вами сейчас закрытие и текущих расходов и увеличим финансовую подушку для группы компаний GTI, мы тем самым, ну, ускорим и для себя ожидания капитализации технологий в том или ином виде. Соответственно, коллеги, я хочу напомнить, что касается вот непосредственно Экофеста, что у нас есть возможность у наших э, партнеров, с инвесторов технологий струнного транспорта, текущих и будущих, кто живет на территории Республики Беларусь, кто проживает на территории России. У вас есть возможность на платформе RSW Systems для себя приобрести возможность участия в этом мероприятии. Вот все условия на нашей доброй старой платформе находятся. Поэтому вам проще всего попасть на Экофест. Вы находитесь рядом, близко. У вас нет сейчас тех трудностей, которые есть у многих партнеров, которые хотят приехать из Европы, из Латинской Америки, из Австралии, из Африки. Им и долго, и есть определенные другие моменты с логистикой. Но вот обращаясь сейчас к нашим партнерам, которые живут на территории двух соседних стран, вам гораздо проще. Поэтому используйте эту возможность, заходите в РСВ, для вас есть там специальные условия и предложения для этого. Можете этим пользоваться, и количество приобретенных предложений, оно не ограничено, поэтому используйте эту возможность для себя. И для всех наших клиентов нашей платформы Micron Global я напомню, друзья, что у нас сейчас идет период, когда активен марафон. Хотел бы напомнить об условиях участия в этом марафоне и какие ждут вас поощрения за выполнение тех или иных условий. Хочу вам показать видео, которое не так давно вышло на нашем YouTube-канале, с определенными разъяснениями того, что собой представляет марафон и какие бонусы вы получаете, выполнив условия, которые в нем есть. Давайте сейчас вместе посмотрим.
И после этого я скажу финальное слово, и мы будем заканчивать. 18 сентября 2026 года состоится масштабное событие — Экофест 2026. Вы лично увидите последние достижения в сфере струнного транспорта и первыми узнаете о дальнейших планах развития группы компаний. Путь к этому событию — наш летний марафон. Первый этап позади, но в самом разгаре июль и август. Условия становятся интереснее, а бонусы — больше. Базовое правило: в зачет идет любая новая покупка пакета или платеж по действующей рассрочке, сделанные в период действующего этапа. Дата регистрации партнера не важна. И главное, результаты обнуляются каждый месяц. Не успели забрать максимум в июле? Сделайте это в августе. Бонусы можно получать заново на каждом этапе. Как забрать свои призы? Разберем подробно. Условие первое. Ваша личная покупка плюс покупка пакета хотя бы одним партнером в первой линии. Выполнили? Вы в онлайн-розыгрыше ценных пакетов и сертификатов. Условие второе. 3 партнера в вашей первой линии совершают любую покупку пакетов в период действующего этапа. Ваша награда — повышенный реферальный бонус 20% до конца года. Условие третье. Суммарный объем $3000. Вы можете собрать его в абсолютно любой удобной пропорции. Только личные покупки, за счет покупок пакетов командой с первой линии или объединив усилия. Ваша награда — пакет с дисконтом 1 к 600. А теперь внимание! Первая суперкомбинация. Выполнили вместе первое и второе условие, гарантированно получите свое приглашение на Экофест и участвуйте в эксклюзивном оффлайн-розыгрыше призов прямо на фестивале. А если вы собрали все 3 условия вместе, добро пожаловать в VIP-лигу. На кону розыгрыш на главной сцене, личная встреча с Анатолием Эдуардовичем Юницким и другие ценные призы. Важное разъяснение. Обычная покупка пакета лояльности дает свободное право посетить и принимать участие в программе Экофеста, но не дает участия в розыгрышах призов. Хотите призы? Выполняйте условия марафона. И, наконец, предложение для самых амбициозных. Выполните специальный объем в своей структуре и отправляйтесь в эксклюзивный или VIP-тур с полным погружением. Но будьте внимательны, это закрытый формат. Выделено всего 80 мест на эксклюзивный тур и лишь 40 мест на VIP. Эти места заберут самые быстрые. Обязательно подтвердите участие в личном кабинете строго до 10 августа. Экофест 2026 — это не просто событие. Это шанс увидеть технологии будущего своими глазами в кругу единомышленников. Переходите в личный кабинет прямо сейчас, проверяйте свой прогресс и забирайте все доступные бонусы. Более детальная информация по ссылке в описании. Ждем вас на Экофесте 2026. Ну что ж, дорогие коллеги, могу в завершение как раз и сказать эту фразу. Ждем всех желающих на Экофесте 2026 года. Это очень большое, важное для нас мероприятие, потому что прошло буквально уже 7 лет, как Экофест не проводился. Вы помните, в силу причин ковидных времен, потом всех событий, которые начали происходить дальше и так далее. Но сейчас пришло время возобновить эту традицию, и очень важно для каждого действующего инвестора в технологии струнного транспорта, для тех, которые придут в этот период времени в качестве инвесторов, приехать на это мероприятие, потому что это и отчетный такой формат работы группы компаний для того, чтобы мы с вами увидели все технологические результаты за эти годы, и особенно те партнеры, которые за этот период времени стали инвесторами, но не были на территории наших R&D-центров, для них это будет очень серьезное событие в жизни, потому что они впервые увидят то, чего ранее не видели вживую, проедутся на подвижных составах, увидят вживую Анатолия Эдуардовича, а не через экран мониторов. Это действительно серьезное, большое событие, которое всегда мы ждали с нетерпением каждый год до 19-го, да, еще раз повторюсь. И сейчас, вне зависимости, друзья, скажем так,
приедете вы лично или нет, очень важно быть активными. И хочу сказать, что даже если вы выполните условия, которые есть у нас в марафоне, но не приедете, вы все равно имеете возможность получить те бонусы, которые у нас предусмотрены за выполнение этих условий. И, соответственно, хочу в завершение сказать, друзья, что у нас с вами этот год, он очень ключевой, даже в какой-то степени решающий в плане того, как быстро и как эффективно будет развиваться наш с вами проект. Потому что сейчас у нас есть очень важная задача позволить группе компаний использовать вновь созданный инструмент для того, чтобы своими по факту усилиями внедрять и масштабировать технологии струнного транспорта. Это очень важный период, и если эта модель или давайте так, когда эта модель начнет эффективно работать, ее можно будет масштабировать и на территории других стран. Для нас с вами это очень важно, потому что мы все хотим, чтобы быстрее произошли все процессы, связанные с капитализацией, с монетизацией наших средств. И краудинвестинг, еще раз повторюсь, сделаю акцент на этом, играет в этом всем процессе тоже очень важную роль. И от того, насколько мы будем активны и эффективны в этот период времени, от этого очень многое зависит. И важно понимать, друзья, что сейчас усилия вот каждого из нас, особенно вот из активных партнеров, э, они, друзья, ну, имеют ценность, которая не выражается в деньгах. Она, наверное, будет выражаться в дальнейших исторических результатах, которые будут у группы компаний. И каждый из нас, как бы это пафосно или, может, высокопарно не звучало, каждый из нас сейчас играет роль историческую в том, какой будет технология UST в недалеком будущем. И я хочу, чтобы в нашем сообществе, а точнее на нашей платформе, было как можно больше людей, понимающих это и ценящих свою роль в нашем с вами проекте. Поэтому я желаю каждому из вас, кто сейчас слышит меня, пересмотреть свою роль в проекте и технология в реализации технологии струнного транспорта. А в нашем плане сейчас реализация, тот смысл, который я вкладываю, это поддержание ее через холдинговую компанию GTI. А поддерживать мы можем двумя способами. Да? Либо личными средствами, увеличивая свой портфель, либо, само собой, работая в маркетинговой составляющей и формируя свое информационное поле, работая с новыми инвесторами. Так вот, эта роль, друзья, вы к этому можете относиться вот либо как к простому такому рабочему процессу, как способу зарабатывания там, комиссионных и так далее, а можете к этому относиться как к большому вкладу формирования действующей и будущей истории. Поэтому, если, на мой взгляд, если к этому относиться именно так, то совсем другие будут у вас результаты. И другие люди к вам будут приходить в команду в качестве инвесторов, партнеров и так далее. Поэтому желаю, друзья, вам вот пересмотреть свое отношение, для себя сделать такой анализ все-таки, что для вас технология UST, что для вас платформа Micron Global, ну и принять для себя соответствующее решение. С вами мы увидимся в четверг. На этой неделе у нас в четверг будет точная встреча. Время у нас будет стандартное, 18:00 по минскому времени. И всех партнеров приглашаю на эту встречу. Мы уже поговорим о... Не будем говорить уже о корпорации, поговорим о текущих задачах, которые есть более детально, поговорим о нововведениях, которые у нас будут после проведения Экофеста, что касается между платформами Micron Global, ну и так далее. Поэтому в четверг запланируйте встречу. Я буду рад видеть каждого, кто присутствовал сегодня. Всем желаю
хорошего, прекрасного воскресного вечера и успешной, плодотворной и результативной работы на следующей неделе с 10 августа. Всем спасибо за внимание и до встречи буквально через 4 дня.